Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую понемногу, живу в разных странах. Сейчас мы находимся в данный момент в городе Паттайя, но сегодня нам предстоит пройти камбоджийскую границу, и мы отправляемся в путешествие по Камбодже. Нам предстоит пройти огромную границу, Пайпет называется. Потом мы отправимся в Сием-Рип, там мы пробудем неделю. Я мечтаю посетить Ангкор-Ват, после чего мы отправляемся в столицу Камбоджи, где я планирую сделать туристическую визу в Таиланд. Об этом я буду снимать уже отдельное видео и тоже все подробно расскажу. После чего мы едем в город Сиануквиль, и уже оттуда мы возвращаемся через город Трат обратно в Таиланд. Сегодня самое-самое начало нашего путешествия. Мы сейчас отправляемся на точку, на локацию, я ее прикреплю в описании, где мы заранее забронировали мини-басик, который отвезет нас до границы. Причем там будет очень интересно, мы договорились сразу же так, что наш путь составляет из Паттайи до Сием-Рипа. То есть сначала нас на одном мини-басе везут до границы, до Пайпета, мы там проходим границу, и там же нас встречает уже другой, ну либо мини-бас, либо машина, не знаю, будет, наверное, зависеть от того, от количества человек, которое будет, и уже оттуда мы поедем до Сием-Рипа. Время уже поджимает, поэтому мы выбегаем из дома, все остальное буду уже снимать, монтировать, и вы уже, конечно, увидите полноценное видео. В общем, поехали! Привет всем из Камбоджи! Мы сейчас находимся в городе Сием-Рип. Мы до сюда добрались вчера с горем пополам, уже поздно вечером. Я уже не стала это все снимать, потому что была очень уставшая. Мы выехали из Паттайи. Локацию, откуда мы выехали, я прикреплю в описании к этому видео. Также все ссылки, все локации, полезные ссылки, полезные места, в общем, все я размещаю у себя на канале в Телеграм, поэтому подписывайтесь туда. В общем, выехали из Паттайи, ехали до границы где-то 5,5 часов, потому что водитель останавливался просто во все возможных местах. Вообще такой неторопливый был парень. Доехали до границы, границу прошли хорошо. Я начиталась отзывов в интернете о том, что Пайпет это какая-то ужаснейшая граница, адский ад, и все в таком духе. В общем, была морально готова к чему-то особенному. По факту, обычная пешеходная граница, мы такую же проходили Грузия и Турция, ничем не отличается. Такой кипиш какой-то перед границами с обоих сторон, но это нормально, мне кажется, это на всех границах так. Никто никаких взяток у нас не вымогал, ничего не просил. Прошли обе стороны мы очень быстро, что тайскую, что камбоджийскую. Перед этим мы выучили несколько слов на кхмерском языке, поздоровались, там попрощались. Пограничники камбоджийские были очень приятно удивлены, очень мило нам улыбались. В общем-то, все было хорошо. Мы получали камбоджийскую визу заранее онлайн, ссылку на сервис, где это можно сделать, ну точнее на официальном сайте, я прикреплю в описании к этому видео. Подробно все расписала у себя на канале в Телеграм. Единственная оплата там возможно только иностранной картой, поэтому если у вас она есть, то можете сделать онлайн. Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы приберечь страницы своего загранпаспорта, потому что камбоджийская виза делается просто на всю страницу, это считайте минус страница. А так вы просто распечатываете вот эту электронную визу, экономите место в своем паспорте. Вам просто ставят штамп обычный, в котором отмечено, что вы заехали по вот этой электронной визе. Вот, единственное, вам нужно будет также там заполнить иммиграционную карту, ну что-то вроде того. Там, в общем, такой талончик, в котором вы внесете свои паспортные данные и номер вашей визы. Но вам его нужно будет сохранить, и когда вы будете покидать уже Камбоджу, также нужно его предъявить. Что касаемо электронной визы, также вам нужно заранее ее распечатать. Если не распечатать, они там вам потребуют за распечатку большие деньги, еще и поменяют по невыгодному курсу. Но если вы, кстати, еще будете делать визу по прибытию, имейте в виду, что нужно готовить именно доллары. Несмотря на то, что у Камбоджи, как и у других стран, есть своя валюта, в ходу у них доллары. Причем именно новенькие купюры, они прям внимательно разглядывают, не дай бог там будет какая-то отметина или еще что-то, они эти доллары не примут. Вообще приготовьтесь к Камбодже, к тому, что нужно сюда привозить
купюры мелкие долларовые, там по одному, 5-10 долларов, вот примерно вот так. В общем-то, добрались, прошли границу. На границе нас ждали два байкера, которые нас отвезли прям под дождем, отвезли нас до места, где нас уже ждала машина, которая в дальнейшем нас и перевезла до Сием-Рипа. Это все входило в стоимость 35 долларов за одного мы отдали, то есть эта стоимость включала прям вот из Паттайи дорога до границы, от границы до Сием-Рипа. Встретила нас такая, ну, достаточно комфортабельная машина с кондиционером, все хорошо, нас там было 4 человека, и мы, собственно, уже долетели за где-то 3 часа до Сием-Рипа. Я вам сейчас еще сделаю небольшой рум-тур, мы заселились в очень прикольную гостиницу, она относительно рядом с центром находится, стоимость всего 26 долларов в сутки, причем у нас улучшенный номер со своей собственной террасой, вот этой, которую вы можете увидеть. Сюда же входят завтраки, и здесь же еще выдают камбоджийские сим-карты абсолютно бесплатно. Но мы сделали сим-карты, заказали на сайте клуб eSIM себе заранее, которые работают по всем странам Юго-Восточной Азии. Ссылку я вам также оставлю в описании. Примерно вот так все прошло. Кирилл, ну что это, мы на тук-туке будем кататься? Да, сейчас? мы на тук-туке ввязались в какую-то штуку. Немного страшновато. Вот, здесь такая система интересная. Посмотрите, тук-тук, короче, приделан к этому, к мотоциклу. Три часа пути пройдено, это только половина пути, мы сейчас сделали остановку. Путь тяжелый в том плане, что, конечно, в Камбодже гоняют как не в себя. У меня вообще такое ощущение, что правил здесь нет абсолютно никаких, и по встречке они ездят чаще, чем по своей полосе. Наш автобус, вот он такой тяжелый, объемный, еле-еле идет на обгон. Там типа, знаете, едет, короче, мотоциклист, обгоняет тук-тук, а мы этих всех челиков обгоняем на автобусе. Впереди летит машина, моргает фарами, автобусник сигналит. Короче, это капец. Но зато те пейзажи, которые открываются по пути, вы этого никогда и ни за что не увидите, летая на самолете. Очень красиво. Рисовые поля, буйволы, которые стоят прямо в этих рисовых полях, в воде по горло. Люди, которые живут в своих вот этих домах на сваях. Очень красиво. Вот. Ну ладно, в общем, мы сейчас поедим и поедем дальше. Увидимся в Пномпене. Ну что, доброе утро в Пномпене, в столице Камбоджи. Мы арендовали номер, который гораздо дороже, чем тот, что был в Сиэнуквиле. Ой, в Сием-Рипе, прошу прощения. В общем, вот такой номерок. Он в целом симпатичный, но проблема в том, что когда мы только селились, нам первый номер, который нам дали, вы не поверите, у нас были муравьи. Вот на этой стойке просто пролегала их дорожка, они вот здесь бегали, и из-за этого пару муравьев было на подушке. Это было капец. Но благо персонал, когда мы пришли, сказали, мол, что это за дела, они поменяли нам номер без каких-либо проблем. В общем, вот такой номер, он маленький, и вот такая ванна. В общем, тут тоже ничего особенного, но еще самый прикол. Пойдемте-ка, я вам покажу. Во-первых, у нас шикарный вид. Ну, если не опускать глаза вниз, конечно. Вот так симпатично все. Но проблема в том, что вы послушайте, каждое утро поют монахи, и вот здесь происходит какая-то кормежка монахов, и они постоянно гремят посудой, тазиками какими-то металлическими. Короче, все ужасно громко. Вот так у нас каждое утро, каждый день и целый день. В общем, вот сейчас мы поедем забирать наш паспорт с визой, с тайской туристической визой, о котором я, конечно, обязательно сниму подробное отдельное видео.
Ну что, дорогие зрители моего канала, наше путешествие по столице Камбоджи подходит к концу. Мы сейчас едем на автовокзал и отправляемся в город Сиануквиль. Мы вообще особо не погуляли по городу Пномпень. Во-первых, на нас навалилась куча работы, мы очень много работали, плюс мы ходили, отдавали документы на тайскую визу, потом ходили, забирали документы. В общем, как-то так получилось, что здесь вообще было не про отдых, а больше такой рабочие моменты какие-то. Плюс мы немного траванулись чуть ли не в первый же день и чувствовали себя не очень хорошо. Поэтому, к сожалению, мы не очень посмотрели столицу Камбоджи. Возможно, мы сюда еще когда-нибудь вернемся и обязательно посмотрим. Но сейчас мы уже едем в Сиануквиль, там мы пробудем пару дней и уже поедем в Таиланд. Вот, и даже самое, что интересное, я арендовала отель специально подороже, и чтобы там был бассейн на крыше такой красивый, в самом центре. Думала, мы будем ходить туда, в этот бассейн. Нифига, мы даже туда не поднялись ни разу. Просто сидели в номере, ходили в кафешку, которая прям внизу у нас тоже, и в кофейню работать. Это все, что мы тут делали. Ну и плюс вот визу получали. Вот, примерно вот так. В общем, едем на автовокзал. Кстати, билет мы покупали на сайте 12Go Asia, и также есть Combo Ticket сайт. Я прикреплю ссылочки в описании к своему видео, и также обязательно их оставлю у себя на канале в Telegram. Подписывайтесь туда. Вот, в общем, все, погнали в Сиануквиль. Картофельный снежный порошок. Сложные эфиры, иммунодицикл. Короче, капец. Это мы пытаемся прочитать состав на лейсах, который просто полностью на китайском языке. Короче, мы приехали в Китай. Вообще, я не знаю, слышали вы или нет, но Сиануквиль считается городом, который, по сути, захватили китайцы. Строят там все, вообще их очень много. Сейчас мы по пути, у нас остановка. Мы вышли, и, в общем, здесь был магазинчик, и здесь просто все товары на китайском языке. Это так удивительно, капец. Вот, в общем, загружаемся мы в итоге в наш басик и едем дальше. Осталось 1,5 часа пути. Кстати, еще что удивительно, когда мы ехали из Сием-Рипа в Пномпень, дорог не было. Ну, то есть мы через деревушки такие камбоджийские проезжали в 2 полосы, и это было очень долго. А здесь как будто бы китайцы построили себе отдельную дорогу до Сиануквиля. Платную причем, да. Отличная дорога, и поэтому едем достаточно быстро. Ну что, добрались мы до Сиануквиля. В общем, первое впечатление о городе. Я где-то, не знаю, говорила, не говорила, что мне не особо сильно понравился Пномпень. Так вот, что я вам скажу, я ошибалась. Пномпень еще куда не шел. Но вот Сиануквиль — это вообще, мне кажется, самый унылый город Камбоджи. Как я поняла, история здесь такова, что когда-то сюда пришли китайцы, очень много денег вкладывали в различные стройки, всего-всего понастроили, а потом случился ковид, и они все эти стройки закрыли, денег не хватало, и, в общем-то, все закончилось. И поэтому сейчас город выглядит просто как одна большая заброшенная стройка. Вот. В общем, мы сейчас приехали в торговый центр, чтобы пообедать, чтобы выпить кофе, потому что у нас заселение в отель только через 2-3 часа. И нам хочется где-то скоротать время. Гулять уже сил нет, потому что я всегда очень устаю после длительной автобусной дороги. Мы зашли в торговый центр, и вот о том, что город одна сплошная стройка, здесь еще и в торговых центрах просто нет людей вообще. Они настроены, шикарные, красивые торговые центры, но людей здесь практически нет. 1-2 человека, 1-2 магазина открытых, и все. Заселились мы в отель в Сиануквиле. Я когда выбирала отели, скажу вам так, здесь офигеть как мало вариантов дешевого жилья. Я просто была в шоке. Мы, конечно, сняли
снова хороший отель за $43 в сутки. Но здесь мы получили, да, отель чуть дороже, чем был тот, что в Пномпене, но он в десятки раз лучше, чем тот, что был в Пномпене. Во-первых, сам отель новый, он максимально чистый, ремонт свежий, все сделано шикарно. Сейчас я вам сделаю обзор комнаты. Смотрите, во-первых, вот он большой, вот это вход, вот здесь раковина, отдельная душевая, отдельный туалет, и посмотрите, какой большой номер, там у меня Кирилл стоит, вот его рука. В общем, здесь холодильник, телевизор, огромная, просто огромная классная кровать, очень удобный рабочий стол, наконец-то можно нормально работать, и плюс еще вот такой кофейный. Вот такой вид у нас из окна. В гостинице еще прикол, там просто мы заходим, а это оказывается и гостиница, и там еще казино, короче такое, и просто толпа китайцев. Сейчас мы будем отдыхать, надо кучу дел по работе сделать, будем работать, вряд ли, наверное, пойдем гулять по городу, максимум пойдем на нашу крышу и в кафешку вниз. А послезавтра уже выезжаем в город Трат, это уже Таиланд. Мы сейчас едем с самого утра на остановку на автобусную и выезжаем из Сиануквиля до Таиланда. В Таиланде мы перейдем границу, получается, пешую, с городом Трат. Трат – это уже Таиланд. В Трате мы решили остаться еще на одну ночь и уже дальше поехать в Паттайю, потому что дорога до Трата у нас займет 8 часов. Ну или около того, плюс потом еще от Трата до Паттайи тоже ехать, наверное, столько же. В общем, это длинная дорога, поэтому мы решили сделать остановку и отдохнуть. Чтобы вернуться в Таиланд из Камбоджи, мы выбрали, пожалуй, самое непопулярное направление из множества существующих. Еще на этапе покупки билетов на автобус у меня возникли некоторые сомнения. Почему-то невозможно было найти именно автобусы. Были только мини-басы, а время в пути казалось слишком большим для 232 километров. Уже по дороге к границе я поняла, почему это направление не популярно. Как оказалось, от Сиануквиля до границы Чам-Йем нет асфальтированных дорог вообще. Мы тряслись около 5 часов по живописному глиняному бездорожью. Местами то и дело начинался сильный ливень, а водитель даже не пытался ехать аккуратно, и я думала, что мы не доедем живыми. Вишенкой на торте всего этого путешествия, еще в самом начале этой поездки, у нашего мини-баса сломался кондиционер. Сама эта граница оказалась очень тихой и спокойной, людей там почти не было, и мы прошли обе стороны за 5 минут. Никаких вопросов нам не задавали, на тайской стороне единственное попросили заполнить миграционную карту ТМ-6. После того, как мы пересекли границу и въехали в Таиланд, казалось, что мы попали в другой мир. Чистота, широкие дороги, и мы долетели до Трата всего за 40 минут. Но и здесь не обошлось без приключений. Я села на переднее сиденье рядом с водителем, а Кирилл был сзади, и мы сразу обратили внимание, что водитель какой-то странный. Красные глаза, и сам он какой-то мутноватый. Когда мы поехали по прямой, ровной и монотонной дороге, он начал засыпать. Его глаза буквально закрывались, и мы поняли, что он, скорее всего, ну вы сами понимаете что. Стало страшно, потому что он очень быстро ехал, и в какой-то момент мы уже хотели выйти и вызвать такси, сколько бы это ни стоило, ну или поймать попутку, чтобы доехать автостопом. Затем мы начали создавать разный шум, кашляли, громко разговаривали друг с другом, я открыла пачку чипсов, предложила водителю, это немного помогло вернуть его в тонус. Когда мы уже подъехали к городу и начались светофоры и разнообразное движение вместо монотонной дороги, он постепенно пришел в себя и стало не так страшно. Ну а в городе Трат мы прибыли на местный автовокзал, откуда также отправляются автобусы и мини-басы по всему Таиланду. До Паттайи мы доехали без приключений на комфортабельном автобусе, который сделал 2 остановки по пути. Вот так и закончилось наше 2-недельное путешествие. А вам спасибо, что провели его вместе с нами, посмотрели это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на меня на канал на YouTube и, конечно же, в Telegram. Всем пока и до новых встреч!